В НАТО призывают Киев извиниться перед Трампом и вернуться за стол переговоров. Что дальше? Готов ли президент США? Экстренное совещание в Лондоне. Британия после провальных переговоров в овальном кабинете встречает Зеленского, о чем заявил улыбающийся президент. Украинцы собирают деньги на ядерное оружие и критикуют Трампа, а россияне проводят масштабные протесты против Путина. Берлин на ушах. В США открыто заявляют, Америка правит миром и ей нужно покориться, а один из друзей Трампа призвал предъявить обвинение Зеленскому в политических убийствах. Что известно? Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Зеленский должен попросить прощения, помириться и начать новый диалог с Трампом. Вторые сутки не утихают разговоры о шторме в Белом доме, который произошел в пятницу. Мировая пресса пишет о кризисе, о зрелище, которое повергнет мир в ужас. Генсек НАТО Марк Рютте раскрывает детали закулисных переговоров с Зеленским. Уверяет, что убеждал того, как минимум дважды после перепалки в овальном кабинете найти способ восстановить контакт с республиканцем и что вообще надо отдавать должное Трампу и его помощи. О том, правильно или неправильно поступил Зеленский, сейчас говорят на каждой кухне в Украине. Давайте послушаем, как украинцы отреагировали на события в Вашингтоне. Я думаю, что это, скорее всего, было похоже на стычку с быдлом на районе. Это как в фильме «Крестный отец». «Давай целуй мне перстень. Не хочешь целовать? То тогда иди отсюда». Как-то так. Я думаю, она прошла недипломатично и вызывает обеспокоенность, потому что Украине будет очень тяжело без поддержки США. В Германии заявили, что сейчас самый напряженный момент со времен Холодной войны и вообще началась ужасная эпоха. Преступники превращаются в жертв. Так считает глава немецкого МИДа Анна-Лена Бербак. В таких условиях не может быть хорошей сделки. Началась новая эра ненормативной лексики, отвратительное время, когда мы должны защищать основанный на правилах международный порядок и силу закона больше, чем когда-либо, от мощи сильнейших. Потому что в противном случае ни одна свободная страна не сможет больше спать спокойно, если у нее есть более сильный сосед. А в США уже открыто говорят, весь мир у их ног, они им управляют и необходимо выполнять команды Вашингтона. Подобное заявление позволил себе сделать ведущий телеканала Fox News, который является одним из любимых каналов Трампа. Джесси Уотерс намекнул, что Зеленскому надо покорно слушаться. Мы управляем миром. Это мир Америки. Он — наши прокси. Эта война закончится, когда мы скажем. А не когда Зеленский скажет. Если он хочет действовать в одиночку, пусть действует в одиночку. Я рад, что мы помогли ему. Россия вторглась. Мы его прикрыли. Сначала это было правильным решением. Но теперь это не так. Теперь война закончилась, а он не понимает, что она закончилась. И реальность сожрет этого парня заживо, если он этого не осознает. Каким будет будущее Украины в свете событий, которые произошли между Зеленским и Трампом? Bloomberg пишет, что американский президент все-таки не откажется помогать Украине и все же еще заинтересован в сделке по редкоземельным металлам. Тем не менее, скандал в овальном кабинете показал наличие ценностных разногласий между двумя союзниками. Мы видим, что существует разница в позициях, которая, вероятно, слишком велика, чтобы ее осознать. И поскольку разница есть, это сигнал тревоги для европейцев, чтобы они действительно встали на сторону Украины и переосмыслили Европейский Союз не только с точки зрения процветания, но и с точки зрения безопасности. Варшава призвала Зеленского успокоиться и вернуться за стол переговоров. Так считает президент Польши Дуда. Он говорит, что мир в Украине – это в интересах и Польши, и не только Киева, поэтому пора возвращаться к диалогу. Дуда намекает, что помочь может только Трамп. По моему личному мнению, если кто-то и в состоянии добиться прекращения этой войны, то это Соединенные Штаты. У них есть потенциал для этого. Больше никто.
Украинцы тем временем после перепалки Зеленского с Трампом решили собирать деньги на ядерное оружие. Сбор средств открыл украинский бизнесмен, один из совладельцев банка. Меньше чем за сутки украинцы и не только перевели более 20 миллионов гривен. Это $500 000. Уже после инициатор такого сбора заявил, что пошутил и что, конечно же, собирать на ядерку он не собирался, а хотел лишь, чтобы соотечественники выпустили пар после событий в овальном кабинете. Собранные деньги передадут на фронт или на гуманитарные нужды. Зеленский тем временем уже в Лондоне. На Даунинг-стрит его встретили улыбками. Сам Зеленский также был счастлив. Он вновь не был в деловом костюме. Все в той же одежде, за которую его критиковали в Белом доме. Приехал Зеленский в Великобританию не просто так. В воскресенье пройдет экстренное совещание. Саммит, организованный британцами по Украине. Кир Стармер с лидерами Европы хочет показать единство и добиться решения, которое обеспечит безопасность и суверенитет Украины. Я видел много людей снаружи, и я хочу поблагодарить вас, народ Соединенного Королевства, за такую большую поддержку с самого начала этой войны. Спасибо вашей команде. И я очень рад, что Его Величество Король примет меня, и благодарен, что вы организовали такой замечательный саммит. И мы в Украине очень рады, что у нас есть такие стратегические партнеры. А вот другой европейский министр Виктор Орбан требует прямых переговоров ЕС и России по прекращению огня. Есть требования и у американского журналиста и ведущего, которого называют пропагандистом Трампа, Такера Карлсона, который брал в свое время интервью у Путина. Он обвинил Зеленского в продаже американского оружия, вспомнил некие украинские биолаборатории, а также заявил, что сейчас настало время обвинить Зеленского и в политических убийствах. Кроме того, украинцы совершили убийство ряда людей в разных странах в рамках политических ликвидаций и пытались убить других, включая американских журналистов и главу европейского государства. Все это правда. Рано или поздно это станет достоянием общественности. Лучше начать сваливать вину на Зеленского уже сейчас. Это уже не первые подобные заявления Карлсона и выпады в сторону Зеленского. Сам Зеленский когда-то просил Такера не лизать в задницу Путину, это была цитата, и не повторять его пропаганду. К тому же Такер ни разу не приводил никаких доказательств своим словам. Однажды он заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина. Тогда этим словам удивились даже в Кремле. Песков не знал, как комментировать. Подписчики, а что вы думаете о том, каким будет ближайшее будущее? Напишите свое мнение в комментариях. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Спасибо. Русские против Путина. Масштабные протесты под таким лозунгом прошли в Германии, стране, где действительно проживает большое количество россиян. Берлин вздрогнул. Сотни людей с флагами и плакатами «Путин – убийца» прошли маршем по центру города. Россия без Путина! 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 В первых рядах была Юлия Навальная, вдова Алексея Навального. Ее появление вызвало настоящий ажиотаж. Марш начался у посольства России. Под окнами дипломатического здания протестующие требовали свободы для России и высказывались против действий Кремля. Толпа двигалась к Бранденбургским воротам, а рядом с Навальной шли известные оппозиционные фигуры Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин. Но это не все. Протестующие резко высказались и против Дональда Трампа. Один из участников заявил: «Трамп пытается диктовать Украине, что делать. Это недопустимо». Это была цитата. А как много россиян против Путина? Что думаете? Больше новостей за неделю собраны в плейлист. Если что-то упустили, переходите и смотрите. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, расскажите об этом канале своим друзьям. Хотите помочь? Оформите спонсорство или нажмите «Спасибо». Любая поддержка важна. До встречи.